Здравствуйте! Поговорим сегодня о разрушительной силе слова. Немецкий психотерапевт иранского происхождения Пезешкиан – первый из ученых, который доказал, что определенные слова, которые мы говорим, губительно влияют на наше здоровье, программируют болезни, материализуя их в нашем организме. Он ввел новый термин – органическая речь. Это такие выражения, которые способны прямо влиять на человеческое тело в той или иной форме. Употребление таких слов может оказать разрушительное воздействие на человека, поэтому стоит воздержаться от этого. Вот несколько примеров таких вредоносных фраз. Как кость в горле, сидит в печенке, всю кровь выпили. Если посмотреть на эти устойчивые выражения под углом нездорового воздействия, можно точно сказать, на что они будут указывать негативное влияние. В то время как мы употребляем обычные, казалось бы, устойчивые выражения для облегчения разговора, мы наносим своему организму вполне ощутимый вред. Наше тело будто понимает нас и подыгрывает, давая то, о чем мы сами и попросили. Поэтому, когда мы говорим, что у нас болит сердце, оно действительно начинает болеть. Причем не просто так, а в физическом плане. На самом деле, проблема куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Такие слова создают в нашем организме как бы устойчивую экосистему, задачей которой является поддержка самой себя. Поэтому разрушающие нас выражения начинают все чаще и чаще неосознанно появляться в нашей речи, тем самым подкрепляя уже имеющиеся проблемы. Другими словами, создается эдакий замкнутый круг. Сначала человек просто использует разрушительное слово. Оно, в свою очередь, создает проблему, которая укореняет все глубже и глубже это губительное выражение, которое чаще всего заканчивается для человека больничной койкой. До недавних времен было мнение, что такие фразы лишь сообщают о какой-то болезни. Якобы, если у вас учащаются в речи слова подобного характера, значит у вас есть какая-то проблема, которую было бы хорошо поскорее решить. Но исследования показали, что болезни становятся последствием таких разрушающих выражений, а не наоборот. И это многократно проверялось и снова подтверждалось. Вот несколько примеров конкретных фраз и на что они влияют. Употребление таких слов, как «неустойчивая шапка», может вызвать судороги. Близко к сердцу – повышенный риск инфаркта. Моча в голову стукнула – заболевание из области урологии. Не хочу этого слушать. Проблемы со слухом. Ломать голову над чем-то. Такое выражение может способствовать возникновению мигрени. Выжимать все соки провоцирует проблемы с кровеносной системой. После просмотра этого видео вы можете попробовать выявить такие выражения в речи ваших близких. У себя, без специальной подготовки, этого не получится сделать. И если они действительно есть, постарайтесь как-то деликатно сообщить об их проблеме или просто дайте им посмотреть это видео. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересного. Всего всем доброго!